Кирилл сегодня спешил домой. Он поглядывал на часы, в ожидании, когда же неторопливый автобус доставит его в родное село. Почти год его не было здесь, и он не видел близких людей. Зайдя в родной двор, он тут же обнял расплакавшуюся мать. Когда растрогавшаяся женщина немного успокоилась, он спросил, где отец, почему не встречает, а мать только отмахнулась, еще не сводя глаз с сына, наверное, отмечая про себя, как он изменился, заметно повзрослел и похудел. Да вон, за огородами могилу Джеку роет. Как? Наш старина Джек помер? Взволнованным голосом спросил парень. Еще нет, но наш ветеринар Андрей Анатольевич сказал, что усыпить его требуется. И нет никакой надежды. Кирилл заметно погрустнел. Джека он помнил еще совсем маленьким жизнерадостным щенком. И вот теперь могила. Так, вроде он же и не такой старый. Что же с ним вдруг такое случилось? Что за болезнь такая? Оставив свои сумки во дворе, парень пошел на поиски отца и его собаки. Сразу же за огородами бежала река, за ней лес. «Да чего же тут красиво!» — подумал Кирилл и раскинул руки, и даже тяжелые мысли немного отступили. Но тут он заметил фигуру отца, который, не торопясь, рыл могилу. Перед глазами тут же всплыл верный Джек. Неужели это для него? И неужели уже ничего нельзя сделать? Кирилл ускорил шаг, чтобы наконец разобраться, что же здесь происходит. Отец встретил сына крепкими мужскими объятиями. Да, он действительно был рад видеть Кирилла и даже начал улыбаться, забыв о своем тяжелом занятии. А рядом лежал Джек. Увидев парня, он тоже сразу его узнал и, завиляв хвостом, принялся ластиться и подпрыгивать. Не сумев сдержать эмоций, Кирилл опустился перед псом и начал его гладить, находясь немного в недоумении. Отец, а что с ним? Выглядит вполне здоровым. А мужчина только пожал плечами. Не знаю, он 2 дня от еды отказывался. Я его к ветеринару повел, а тот посмотрел и говорит, что нет никаких шансов, будет мучиться, лучше усыпить. Вот на завтра и договорились. Удивительно, но пес лежал на краю собственной могилы и улыбался во всю свою собачью морду, даже не подозревая, что уже завтра его бесчувственное тело закопают в землю. Так, может, ошибся ветеринар. Ты посмотри, по нему и не скажешь, что он болен. А давай его другому специалисту покажем. Да много ты понимаешь, пробурчал отец, выкидывая очередную лопату земли из уже образовавшейся ямы. Мы с Андреем, местным ветеринаром, 30 лет знакомы. Ни разу он не ошибался. Сколько он нам коров да лошадей вылечил, а уж про собак и говорить нечего. Но в голове парня не укладывалось, что этот выглядящий здоровым и счастливым пес нуждается в том, чтобы его усыпили. Отец одарил его недобрым взглядом, но промолчал. А через какое-то время выскочил из приготовленной ямы и, отряхивая руки, сказал: «Ладно, завтра посмотрим, может, Джек и сам до утра не дотянет». Собака, будто поняв, что речь идет о ней, пристально посмотрела на хозяина и смешно наклонила голову вбок, а Кирилл невольно рассмеялся, наблюдая эту картину. Вечер выдался долгим, за хорошим столом они вспоминали старые годы. Родители говорили о тех временах, когда Кирилл был еще ребенком и часто проказничал, а он же старался описать им его нынешнюю жизнь в городе. Далеко за полночь они разошлись по кроватям. Кирилл еще долго не мог уснуть, растревоженная память то и дело выдавала ему картины счастливого детства, когда он, беззаботный мальчишка, бегал по этим тропинкам. И в каждой картине был старина Джек. Сначала он был щенком, таким же, как и он сам, беззаботным и озорным, а потом это уже был взрослый пес, легкий на подъем и всегда оказывавшийся рядом, когда его хозяин в этом нуждался.
И вот теперь усыпление. Парень не мог в это поверить. Слезы сами выступали на глазах. От этих мыслей к горлу подкатывал горький комок. Отвернувшись к стенке, он с головой укрылся одеялом, словно стараясь отгородиться от тяжелых мыслей. А утром его разбудил отец. «Вставай, малыш, завтракать пора, так ведь и проспишь», — подтрунивал он над разоспавшимся сыном. «Или у вас в городе все к обеду просыпаются?» Парень, не обращая внимания на шутки отца, сел и сладко потянулся. «А где Джек? Живой еще?» — первым делом спросил он. «Да, живой», — пожал тот плечами. «Покушал даже. Я ему повкуснее сегодня еды положил, все-таки в последний раз». На этих словах он махнул рукой и вышел из комнаты. «Тоже переживает», — догадался Кирилл и принялся одеваться, чтобы выйти к завтраку. Джек встретил мужчину, улыбаясь и виляя хвостом. «И ведь не подозревает, куда мы его ведем», — сказал вдруг Кирилл, обращаясь к отцу. «Да перестань», — ответил отец, — «и без тебя душно». Андрей встретил их с улыбкой, обнял Кирилла, отметив, как тот возмужал, но мужчинам было не до любезности, ведь они привели на казнь своего друга. Взгляд старого ветеринара, наконец, коснулся и Джека. Андрей почему-то сразу же замолчал, лицо его вытянулось и стало задумчивым. «А ну, давай его сюда», — указав на смотровой стол, распорядился он. Кирилл взял пса на руки и поставил его перед врачом. Тот начал тщательно его осматривать, не пропуская ни одной детали. То и дело он повторял: «Ничего не понимаю, да быть такого не может». Наконец, отец Кирилла не выдержал и крикнул: «Чего ты там не понимаешь?» Врач впился взглядом в лицо приятеля. Было видно, что он еще полностью в своих размышлениях. «Кажется, он абсолютно здоров», — наконец произнес ветеринар. «Ошибка какая-то», — пожав плечами, заключил он. Словно не веря своему счастью, отец с сыном принялись обниматься и обнимать ничего не понимающего врача. Общая радость передалась ему, и его озабоченное лицо расплылось в широкой улыбке. Уже возвращаясь домой, отец наконец не сдерживал эмоций. «Подумать только, а я ведь могилу ему уже выкопал», — качая головой, бормотал он. «Главное, во всем разобрались», — крепко обняв старика за плечи, подбодрил его Кирилл. И только Джек, кажется, так ничего и не понял, продолжая радоваться и улыбаться во всю свою собачью морду. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.